Вечером вы не можете заснуть, а утром чувствуете себя разбитыми. Тело ноет, шея затекла, сердце пошаливает, а иногда и голова раскалывается. Сейчас мы расскажем, в какой позе спать, чтобы сон был крепким и при этом ничего не болело. А главное, как правильно спать, чтобы не было нагрузки на сердце и на позвоночник. Ведь неправильное положение во сне – это прямая дорога к инфаркту и инсульту. Вы не ослышались, любое нарушение сна, в том числе неправильные позы, влекут серьезные заболевания позвоночника и сердечно-сосудистой системы, которые в свою очередь способны вызвать инфаркты или инсульты. Давайте сначала разберемся, что влияет на качество сна на самом деле. Здесь все зависит от большого количества факторов. Однако ключевым показателем является уровень мелатонина. Кстати, этот гормон разрушается довольно легко под воздействием алкоголя. Некоторые люди даже уверены, что выпив одну рюмочку перед сном будут спать как младенцы, что, конечно же, является ошибочным убеждением. На практике быстрое засыпание под воздействием алкоголя часто сменяется внезапным пробуждением и бессонницей посреди ночи. Но есть еще один лютый враг нашего спокойного сна – это переедание. Если мы слишком много едим перед сном, кровь вместо мозга направляется на переваривание пищи в желудке, что значительно ухудшает качество сна. Более того, переполненный желудок сдавливает сердце и поджелудочную железу, особенно если мы пытаемся заснуть в неправильной позе. Вот почему категорически нельзя переедать перед сном. Сейчас многие начнут размахивать руками и кричать, что они просто не могут заснуть на желудок. Вы, конечно, можете заняться чревоугодием перед сном, но когда есть риск проснуться однажды утром с сердечным приступом или что еще хуже. Не проснуться вообще второй вариант, более приятный ужин, эти за 3 часа до сна в течение недели, и вы удивитесь, что через 7 дней ваш организм не будет просить перед сном какой-нибудь сладкий пирожок. Он ведь умный, поэтому очень быстро поймет, что ему гораздо лучше спится, когда не приходится переваривать тяжелый ужин. Наконец, еще одна проблема качества сна связана с неправильными позами, которые могут негативно сказаться на здоровье. В этом отношении опасность гораздо серьезнее, чем может показаться. Малоприятное ощущение в виде онемения и покалывания в конечностях является лишь малой частью проблем, которые могут возникнуть при принятии неправильных позы во время, если это становится привычкой, то качество сна страдает, что приводит к постоянной усталости, головным болям, сонливости в течение дня. В конечном итоге это может привести к развитию синдрома хронической усталости, ухудшению иммунитета и возникновению других проблем со здоровьем. Мы зачастую даже не осознаем, что эти проблемы связаны с нарушениями сна и ищем другие причины плохого самочувствия. А все-таки почему поза так сильно влияет на сон и общее состояние организма? Причина заключается в том, что неправильные позы могут приводить к зажатию шейных и позвоночных артерий, которые обеспечивают кровоснабжение мозга и других органов. В результате кровоток может быть нарушен, и органы не получат достаточно кислорода и питательных веществ, которые им необходимы для правильной работы. Это приводит к возникновению различных патологий, что в конечном итоге может обернуться инфарктами и инсультами. Ну и, конечно, подобные нарушения сказываются на внешнем виде. Например, из-за ухудшения кровообращения и циркуляции крови наше лицо может принимать 50 оттенков серого. Да и отечность доставит немало проблем. Какие положения во время сна опасны для здоровья и как правильно спать? Чтобы хорошо высыпаться и чувствовать себя прекрасно, прежде чем принять правильную позу, надо правильно подготовиться ко сну при необходимости отказа от алкоголя и плотного ужина непосредственно перед сном. Мы с вами уже говорили, однако не менее важно тщательно проветривать спальню и делать элементарные дыхательные упражнения. Много времени это не займет, а вот спать после этой гимнастики вы будете действительно как младенец. Итак, делаем несколько циклов дыхания, глубокий вдох и
полный выдох. Попробуйте при этом считать, например, до 6. На первых порах это сделать будет непросто. Пробуйте чередовать более короткие по продолжительности вдохи и выдохи, постепенно увеличивая их длительность. Таким образом вы будете засыпать быстро и легко. А сейчас пришло время разобраться, какие позы для сна наносят вред нашему здоровью и почему это происходит. В первую очередь это сон на животе. Нет, конечно, если у вас полностью здоровый позвоночник, то вы можете запросто позволить себе это удовольствие. Но если есть хоть малейшие намеки на проблемы с позвоночником, то вы неминуемо будете просыпаться с болью в области шеи, а также с головной болью. Если вы регулярно спите в этой позе, ваши руки со временем начинают не иметь, а это прямой признак нарушения кровообращения. Вторая поза, лежа на спине. В этом положении чаще всего наблюдается храп и апноэ, и как следствие скачки давления, нарушение дыхания и ухудшение свертываемости крови. А это недосыпание и утренние головные боли. А при выяснении причин подобных состояний врачи ставят диагноз микроинфарктов и микроинсультов. Опасная третья поза – отведенной в сторону рукой в течение ночи. В руке возникает чрезмерная нагрузка на мышцы, что ведет к нейропатии. То же самое происходит, если положить руку под голову. Как же правильно спать? Оптимальное является положение лежа на боку, к преимуществам сна на левой стороне. Тело относится улучшение процессов пищеварения и циркуляции крови, а также уменьшение симптомов изжог. При этом на каком боку спать решать вам. Главный секрет здорового сна на боку состоит в том, чтобы держать спину максимально прямой во время сна. Если же позвоночник изогнут, то он находится в напряженном состоянии. А если это продолжается в течение длительного времени, то это выражается в постоянных болях. Подберите матрас, который будет обеспечивать поддержку вашего тела. Поскольку именно от качества матраса в значительной степени зависит качество сна. Если ваш бюджет не рассчитан на покупку нового матраса, то попробуйте поместить небольшие полотенца, свернутые в трубочку в области шеи, талии. Это помогает снизить возможность возникновения после сна болезненных ощущений в области плеч и бедер. Матрас должен быть максимально удобным, так как именно эти точки тела испытывают наибольшую нагрузку, когда мы спим на боку. Мы постарались собрать в этом ролике максимально полезную информацию и будем благодарны, если вы поделитесь в комментариях, в какой позе чаще всего спите вы. Если ролик вам понравился, делитесь им с друзьями. С вами был канал Бережно к себе.